Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Ну что, начались мои обычные будни. То туда побегу, то сюда побегу. Я имею в виду, что Ира уехала. Она тоже очень привыкла быть со мной. Нам было весело, хорошо, хоть мы особо и не разгуливались, но дома мы были в общении и дополняли друг друга. Она мне сегодня позвонила и говорит: ну что, Жанна, хочешь ты или не хочешь, я тебе вот так. Она мне звонит почти каждый день. Говорит, хочешь ты или нет, я вот не могу как-то резко взять и типа перестать с тобой общаться. То есть не звонить тебе. Я говорю, да какие проблемы? Звони, пожалуйста. Я дома, не особо ничем не занимаюсь, поэтому звони, будем общаться. Ну, а сейчас я еду к своей подружке, к Дианушке. Я была вчера у нее, но буквально 5 минут. Нам не довелось пообщаться, поэтому я наверстываю то, что упустила. Вчера я была еще у Милани на перерыве, то есть я ее забирала с работы, отвозила домой, она пообедала. Ну, так как я была в том же городе, где живет моя подруга, я решила вчера тоже к ней заехать. А сегодня вот так вот выехала просто из дому и все. Массимо уехал в пиццерию, ну, а я вот тоже на вечер глядя, у нас сейчас 4:30, еще не вечер, решила поехать к ней. Тоже часик-другой побуду там, часа полтора, и вернусь домой. Главное сменить локацию. Это не столь важно куда-то поехать. Главное сменить локацию. С утра что я делала? С утра я пекла хлеб. Спекла опять хлебушек. Пока Ира была у нас, я не пекла, потому что я к ее приезду, здесь такой нехороший поворот, к ее приезду тоже напекла хлеб, так что у нас он был в запасе. Ну, а потом он закончился, да и она говорит, не надо, потому что на днях к нам пришла квитанция за газ. Такая сумма была высокая, что мы обалдели. Но это, слава богу, была не наша квитанция, была ошибочная паника. И она мне, Ира мне по-русски говорит, чтобы он не понял, говорит, послушай, а это не твои хлеба тут считают. Ну, у меня же газ как бы, духовка электрическая, вот, и говорит, это не твои хлеба там считают мне. Я говорю, ой, ты знаешь, я тоже так подумала. Я говорю, блин, представляешь, там около 400 евро что-то. Ну, потом мы выяснили, что это была не наша квитанция. Это, во-первых, была за свет, во-вторых, это была его мама квитанция. В общем, не знаю, каким образом она попала к нам. И, в общем, мы, конечно, немножко были в шоке. И она говорит, это не твои хлеба там насчитывают, ты печешь тут. Ну, там же как бы вначале расстойка, да, но потом, когда запекать, там, если я пеку 2-3 хлеба, то у меня получается на каждый хлеб около часу, то 3 часа там с хвостиком получается, если на 3 хлеба, а еще пока один. Ну, в общем, я говорю, ты знаешь, я тоже говорю, подумала, что может это мои хлеба тут. Ну, когда мы выяснили уже, что это не наша квитанция оказалась, то тогда я на Массимо посмотрела и говорю, значит, мне можно продолжать печь хлеб?
Он так на меня смотрит, наверное, не понял что-то, причем здесь хлеб. И, ну, в общем, мы решили, что мне можно печь теперь хлеб. И вот сегодня я спекла хлеб, но он получился, конечно, очень-очень вкусный. Очень вкусный. И я с огромным удовольствием его наворачивала. И за обедом, и за полдником. Вот просто вот этот мякиш, боже мой, какой же он бесподобный. Он как воздушный. И что скажу, с каждым разом, да, он у меня получается все лучше и лучше. Я уже приноровилась, я уже делаю, ну вот последние несколько раз, 2 раза я, наверное, сделала прям по одному хлебушку, чтобы совсем так не мучиться тоже самой. Просто замесила даже не на 500, а на 300 грамм муки. Замесила, водички там сделала около 200 что-то. Ну, там все на ощупь, короче. Как я чувствовала, так я и замесила. Вот, как я чувствовала, так и замесила. И один хлебушек, знаете, я его взвесила в готовом виде. Он весил у меня 700 с хвостиком маленьким. Да, 700 с чем-то. Получился очень красивый. Я даже его уже и не фотографирую. Ну, я довольна результатом, что все получилось. И получается все лучше и лучше. Так что расскажите-ка мне кто-нибудь, ну кто-то пишет, да, я очень благодарна, что вы пишете мне даже под другими видео, что вы пекли хлеб, что вы делали, молодцы, девочки, мне очень приятно, что кто-то просто взял и попробовал сам для себя. Я же тоже так же взяла и попробовала сама для себя, хотя моя мама всю жизнь пекла хлеб, и у нас всегда был дома домашний хлеб, но на закваске она не делала, она всегда делала на дрожжах, и вот эту закваску я здесь тоже, как говорится, вместе с вами ее и развела. Ну и раз я уже говорю про закваску, то меня спрашивали, я письменно ответила, но отвечу сейчас тоже, пользуясь случаем, отвечу, сколько она у меня хранится в холодильнике. Она у меня хранится уже очень давно, не вот с того самого первого раза. У меня есть другая, которую я потом вот для вас сделала. Еще одна была цельнозерновая, темная, то есть из темной муки. Я потом подмешиваю туда и белую муку. Я их мешаю. Мне как-то не делает никакого принципа, чтобы делать только цельнозерновую закваску или только пшеничную. Нет, я и так, когда какое настроение бывает, тем и завожу. Или подмешиваю, подкармливаю. Вот, а сколько она стоит, вот пока стоит, сколько раз ее надо кормить. Вообще-то говорят, уже с интернета начитано, наслушано, говорят хотя бы раз в неделю. Ну, я считаю, что раз в неделю нет никакой необходимости ее кормить. Как моя стояла, вот пока Ира была у меня, 2 недели стояла, еще до этого стояла. Ну, может, 3 недели я ее потом вот, когда до того, как выпекать, взяла и подкормила. Правда, после такой длительной спячки в холодильнике ей необходимо, у нас опять идет дождь, ей необходимо хотя бы двойная подкормка с коротким интервалом, ну то есть 6-8 часов. Сейчас у нас уже очень жарко, поэтому даже может быть 6 часов будет достаточно, в зависимости, как она там будет булькать и просыпаться. Потому что у нас вот было позавчера очень жарко, и я ее подкормила. И часа через 4 она уже была готова даже для выпечки, для замешивания теста. Но я ее еще раз подкормила и оставила уже до утра, даже не заглядывала. Утром, конечно же, она была вот такая вся взбудораженная, готова была уже прям, как у нас по-осетински говорят, яхикултел хошта. Вот прям просится это выражение, то есть она прям билась о все края, чтобы замесить меня побыстрее. Вот так вот. И утром я встала после 2 подкармливаний, после холодильника, долгой спячки, 2 коротких подкармливания.
коротких, я имею в виду, интервала. И потом замесила тесто. Тесто то же самое. Я вчера же ушла к Милане, второе, третье вытягивание мне делал Массимо. Я ему говорю, смотри, вот так надо будет делать, вот так надо будет делать. Он такой довольный, говорит, да, научи меня. Ну, как бы, я же пиццайол, специалист, а ты меня вот учишь. Но у него другое тесто. Я не хочу его обидеть. У него другое тесто. Он такими вещами не занимался, вытягиванием, растягиванием никогда. Поэтому я 2 раза сделала сама, а другие 2 раза ему сказала, вот через 30 минут это еще раз делаешь и еще раз через 30 минут. Ну, а потом я уже вечером, когда пришла, сложила его, сложила как в колобочек, как обычно делаю, и убрала его в форму, переложила его и убрала его уже в форме для хлеба настаиваться в холодильник. Его можно было спокойно и на кухне оставить, я просто не хотела с ним возиться и думаю, пусть себе спокойненько стоит в холодном месте, в холодильнике. Там его убрала туда и все, и утром сегодня вытащила, включила печку и спекла. Получился просто божественный хлебушек. Может, вам уже надоело про этот хлебушек слушать. Кто-то мне в Дзене на моем Дзен-канале написал, одна девушка мне в Дзене написала, ну хватит уже про эти закваски, про этот хлеб. Это никому не интересно. А так вы классная. Окей. Она прям чуть ли с меня слова не брала. Хватит или нет. Мне так смешно стало. Думаю, ну, бедняжка, ну что ты. Вот я ей нравлюсь, но вот хлеб, она, видать, очень далека, наверное, и от теста, и от закваски, тем более. И говорит, ну хватит уже про эти закваски и хлебушки. А так вы... Давай. Грация. Я посмеялась от души, конечно. Ничего я не ответила, но лайк ей поставила. Молчание, знак согласия. Ну, как я могу не говорить про хлеб? Конечно, я буду говорить про хлеб, про все, что я хочу. Про все, что я хочу. У нас сегодня был такой ливень, а вчера у нас какой? Как раз я была на улице, в дороге же была. Прям все тонет. Вчера я в такое попала тоже, вы себе не представляете. Здесь, когда дождь бывает, то все практически парализуется. Боятся воды, боятся потопов. Посмотрите, видите? Это ничего вчера по сравнению с тем, что было вчера. И где я проезжала вчера. Я реально вчера плавала на своей машине. Это еще ничего. Стоять! Все такие нервные, сигналят и хотят куда-то проскочить и проехать. Если бы они еще все это соблюдали, было бы не так печально. Ой, дороги от воды, конечно, у нас просто вывалились эти все заладки, заплатки, как их назвать можно. Так, здесь, вот, видите, где стоит? Посреди дороги. И все. Там опять плывут. Красивые деревья, но дорога ужасная. Просто ужасная. Вот это центр. Это почти центр города. Как можно такие дороги иметь в центре города? Ну, в той стороне хоть уже немножко светлее, то слава богу. Ну, раз машины едут в эту сторону, значит,
проехать можно. Вот здесь вчера я не спустилась, потому что вот это все было залито водой до вот этого заборчика. Здесь стояли карабинеры вчера, и мне не то что не пропускали, люди просто разворачивались. И я тоже вот вокруг этого круга обратно вот так выехала и поехала обратно сюда же. И поехала через Кассерту. Но здесь, конечно, они такие трусы все, вот эти итальяшки. Они вот тут встали вот так в ряд. И вот это все было затоплено. Не, сейчас нету. Представляете, вот здесь было прям океан. Я даже не море, вот здесь был океан. Я проплыла по этому океану. Правда, подождала, пока проехала машина. Думаю, раз она поехала, и я давай за ней. И все, и проскочила. Сейчас, как ни странно, сухо. Ну, сегодня такого ливня огромного не было, как вчера, конечно. Поэтому сейчас здесь сухо. Куда тут проехать? Чих-пых! Маленькие машинки. Ира их называла чих-пых. Вот как увидим чих-пых, то и я тоже их называю теперь чих-пых. Вот так вот, девочки и мальчики. О, здесь не было дождя, ты представляешь? А у нас там идет дождь. Вот ты представляешь как? Видите, здесь все сухо. Ничего себе! Вот это сюрприз! Здесь сухо. А я выехала с не с ливнем, но с дождем точно. Какое небо красивое. Да, пока красивое, а потом опять станет некрасивое.